Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Good Vintage. Сегодня я ищу клад в этом пакете. Нашла плотный такой толстенький пакетик, который достался мне всего лишь за $10. Не могла пройти мимо, чтобы не поискать здесь что-то интересное. Увидела вот эту букву и скажу честно, сколько бы этот пакет мне не стоил, я все равно бы его приобрела и принесла для распаковки. Уж очень интересно мне посмотреть вот на эту вещицу. Ну и некоторые вещи тоже мне показались довольно интересными. Так что надеюсь, что сегодняшний поиск клада нам удастся, получится. Мы получим массу интересных эмоций. Ну а перед тем, как начать распаковку вот этого находки, вот этого пакета, хочу показать вам брошь из прошлого видео, которую я вам обещала отремонтировать и показать. Это брошь с внутренними потерями была. Ну, как внутренние потери? В общем, отсутствие кристаллов. В центре была просто плоская пластиночка. Я подобрала, скажем, относительно возраста самой броши и кристаллы. Была у меня такая парочка кристаллов. Аврора Бореалис в карапанах. Красивые. Думаю, что брошь от этого только выиграла. Пробовала разные варианты. Пробовала и кабошоны под жемчуг, и кабошоны под бирюзу. В общем, ни один из вариантов мне не понравился. Удешевляли они как-то эту брошечку. А вот этот вариант самый, на мой взгляд, подходящий. Так что жду ваших впечатлений. Да, мои дорогие, под прошлым видео получила комментарий по поводу вот этой подставочки, подложечки, на которой мне удобно показывать вам все украшения без трясущихся рук. Вы можете все внимательно рассматривать, но зрительница одна написала, что эта подложка мешает просматривать. В общем, жду ваших, скажем, активных комментариев, кому это мешает, а кому, возможно, наоборот, помогает. Постаралась подобрать нейтральный цвет, так, чтобы было не заглушал, вернее, этот оттенок украшений. В общем, жду ваших впечатлений, жду ваших мнений, как вам больше нравится. Да, и по поводу прошлого видео со мной случилась ужасная история. Я вам показывала в прошлом видео вот такую находку, вернее, это из позапрошлого видео такая цепочка пластиковая. В прошлом видео я нашла дресс-клип, и он был окрашен лаком для ногтей. Кому интересно, вот оставлю, посмотрите в этом видео. И остались от этого дресс-клипа, простите, одни воспоминания. Насмотревшись тоже разных советов по тому, как чистить, я хочу поделиться своим опытом и сказать вам, как точно никогда не делайте так, как сделала я. Я решила убрать покрытие лака от ногтей именно, ну, естественно, жидкостью для снятия лака. Ну и в итоге я опустила вот этот пластиковый, да, невероятной красоты дресс-клип. Я сейчас прям, у меня сердце кровью обливается. Вспоминаю, какой он был красивый. В жидкость для снятия лака. В итоге я достала оттуда кусочек непонятной какой-то жидкой субстанции. В общем, растворился полностью пластик в этом составе. Слава богу, у меня не хватило, вернее, хватило ума не опускать для того, чтобы очистить вот эту цепь. Состоит он из того же такого рыхлого, неплотного пластика. В общем, никогда не опускайте пластиковые украшения или там детали, в которых имеются детали, вернее, украшения, в которых есть детали из пластика. Именно не очищайте жидкостью для снятия лака. В общем, одно воспоминание осталось от дресс-клипа, но я не могла, как говорится, совесть свою успокоить. В итоге я сам вот этот дресс-клип металлический, при этом он еще был и с маркировкой. Я даже не успела рассмотреть эту маркировку, как расплавился полностью у меня сам дресс-клип. Но нашла вот такую деталь. Это деталь от браслета Джулиана.
маркировка есть внутри. В общем, детальки вот такие у меня были с невероятными кристаллами, кабошонами, с невероятными вот такими кабошонами в форме маркизов. В общем, не пропадать добру. Не знала я и куда и сам вот этот вот элемент приспособить. В итоге я приклеила вот так. Ну, в общем, держится, все нормально, все хорошо с ним. Но, в общем, как память, чтобы, как говорится, совесть меня не терзала сильно по поводу того, что я натворила. В общем, сделала вот такой дресс-клип. Ну, конечно, как воспоминание о том прекрасном пластиковом дресс-клипе, который, в общем-то, смертью храбрых от меня ушел. Ну, ладно. Ну и давайте приступим к распаковке самого пакета. Увидела тут пакетики с ценниками, с какими-то. В общем, поиск склада продолжается. Ищу интересные вещи. Но и, как говорится, опыт сын ошибок трудных. Надеюсь, что послужит мне уроком. Вот так, пошла что-то не туда. Ну ладно, послужит мне вот моя ошибка уроком. Я не буду очищать пластиковые предметы жидкостью для снятия лака. Хотя уверена, что кто-то сейчас напишет, и как можно так сделать. Можно было догадаться, все знают. Ну, в общем, понятно. Так, что тут прилипло. Все это понятно, теперь я тоже про это знаю. В общем, кто-то учится на чужих ошибках, а я в этот раз научилась на своей ошибке. Ну, ладно. Ну, меня радует, что я все-таки успела снять видео, не сразу приступила, как сказать, ручонки шаловливые, не сразу приступили к своим деяниям. В общем, ладно. Так, в общем... мешочек есть, еще мешочек есть. И здесь давайте по порядку будем рассматривать. Ой, упал мешочек. Вижу, что ерунды какой-то много. Ну ладно, приступим. Вижу сразу вот такие серьги, пусеты. И они холодненькие. Стекляшечки. Стеклянные, яркие, красивые. Что-то такое тут на этом мешке. Яркие, красивые, тяжеленькие, стеклянные. В общем, такие эти стеклышки. Звонкий такой звук, не глухой. Идем дальше. Ну, маркировки даже искать не буду, нету. Так, идем дальше. Бусы запутались. Обычные пластиковые. Вижу тут вот склейка. Но часто бывает, что это может быть замок. Нет, это не замок. Бывает, что пополам бусины распил такой есть. И внутри винт. На винт эти бусы собираются. Эти ничего подобного. Обычные пластиковые. Думаю, что винтажные, их помыть надо. Ну, в общем, я скажу честно, я не любитель вот не такого плана, не такого стиля бус. Уж слишком они как-то просты, да? Слишком просто они выглядят. Ну, возможно, винтажный возраст имеют. Так, следующее, что тут у нас? Так, вот подобное украшение. Сейчас, минутку, что-то прилипло. Думаю, что это современное, что это пластик с вкраплением, имитация янтаря, но это, естественно, не янтарь. Думаю, что это что-то дешевое, возможно, даже что-то похожее с Алиэкспресс, что-то вот такое. Не знаю, могу ошибаться. Напишите, мои дорогие, что это может быть. Но по мне так это что-то дешевое. Имитирует янтарь разного цвета, разные формы. Ну, такое колье себе, как летнее, может быть, ну, современное. Ну, любителям винтажных и антикварных украшений, думаю, интерес вот это украшение не вызывает. Могу ошибаться, мои дорогие. Если я ошибаюсь, обязательно пишите, поправляйте. Я, как говорится,
не волшебник, я только учусь, ну и стараюсь учиться у вас тоже в том числе. Так, следующее колье. Думаю, что вот это колье относится к 90-м, 95-й, вот такой, но не 2000-й точно. Пластик плотный, сказала пластик, и захотелось проверить, вернее, да? Да, пластиковые украшения, вот подобного стиля украшения, скажем, встречаются и винтажные. У меня есть от Мане, ну, сейчас не полезу доставать, в подобной технике, то есть одна тоже нитка и несколько тут еще украшений собраны вот в такой технике. Но то украшение от Мане относится к 70-м годам, я думаю, что это более поздние украшения, ну, может, 95-е, ну, до 2000-х точно. Тоже видела и в разных расцветках. В свое время, когда я, вернее, до момента, пока я начала увлекаться винтажными антикварными украшениями, но это примерно 6, может, 5 лет назад, я много просматривала разных сайтов, и интереса к винтажным украшениям у меня не было, мне нужно было все новое, такое прям новое и красивое. Вот такие украшения тоже часто встречались, скажу честно. Так, маркировки нет, ну и на нет и сюда нет, да? Идем дальше. Что тут у нас? Серьга. Пока одна. Хочется найти вторую. Вторую не вижу. Нет, вижу. Вот вторая. Тоже думаю, что-то из этой же оперы. Кристаллики все на месте. Цвет морской волны. Центральный кристаллик. Тоже, по-моему, пластик. Так, обратная сторона выглядит. Кстати, кристаллик центральный, стекло. Красивый, стеклянный, но такой индийский стиль. Я не, как говорится, не любитель. Но это, в принципе, вот такая стилистика украшений, она предполагает соответствующую одежду. Ну, кристалл красиво сверкает, стекло, кристаллики на месте. Если что-то в таком восточном стиле когда-нибудь наряд у меня будет, то, возможно, вот это украшение тоже подойдет. Но опять-таки дешевые швензы, причем швензы, видите, другого оттенка. Думаю, если поменять на что-то более приличное, солидное, то сама вот эта капля неплохо будет выглядеть в современном наряде. Возможно, стоит подобрать какой-то подходящий по оттенку держатель. Ну, в общем, что-то надо с ним делать. Ну, а так никак, в общем. Так, идем дальше. Бусы. Ну, такие бусы часто встречаются. У меня тоже что-то похожее есть. И они, видите, разрыв есть. Здесь, в принципе, достаточно только отсоединить. И, в общем-то, тут, видите, отошел. И ничего страшного, да, просто закрепить. Стеклянные, кстати, бусины, холодные, похожи на молочное стекло. И бусы на самом деле не так просты, как с первого взгляда они мне показались. Красивые бусины, сами крупные бусины тоже очень красивые, с огранкой, крученые вот такие бусины. Ну, по поводу возраста трудно сказать, когда нет маркировки. Вот бусины вот такие металлические. Нитка обычная, ничего такого. В 2 ряда можно вполне себе. Не знаю, был, вернее, есть ли тут замочек. Ну, замочка не вижу. Такие природные, спокойные оттенки, вполне себе подходящие к любому наряду. Белый, черный, бежевый, красный. Любой оттенок одежды эти бусы будут как бы успокаивать, да. Нравятся мне вот такие украшения, которые либо акцентные, да, которые наоборот на себя взгляд забирают и делают любой наряд более ярким, праздничным. А есть украшения, которые наоборот успокаивают и делают более как бы спокойным
на любую тоже одежду, любой оттенок. Ну, в принципе, не стоит они столько разговора про них. Идем дальше. Так, вот это Вещь, кулон, пластик. Ну, красивый цвет, слегка такой прозрачный. Вы знаете, я думаю, что это часть какого-то другого украшения, потому что вот тут есть как слом, и здесь, думаю, что-то было. Либо это украшение было вот таким образом присоединено, хотя вот это тоже непонятная деталь. Ну, цепочка явно не отсюда. Цепочка, думаю, что совсем другое. Так. На цепочке тоже нет маркировки. Но цепочка в хорошем состоянии. Я думаю, что стоит поменять кулон. Кулон мне совсем не нравится. Какой-то он дешевый, что ли. Хотя могу ошибаться. Опять-таки, пишите свои впечатления. Но вот в целом, как стилистические украшения неплохо выглядят. Не учитывать, если вот состояние, да, то есть вот пластик, да, вроде форма такая оригинальная, но пластик и со сколом. Вот эта деталь совсем другого оттенка, я бы даже сказала, другого стиля. Цепочка тоже не из этой оперы. В общем, все по отдельности неплохо, но вместе, мне кажется, что-то тут не так или не то. Так что жду ваших впечатлений, обязательно пишите, как вы видите. Естественно, одна голова хорошо, а несколько лучше. И если вы какие-то советы, рекомендации мне даете, я их не только прислушиваюсь к ним, но и многие из них использую. В общем, иногда не совсем удачно. И опять возвращаюсь к тому, что не покидает меня вот эта вот утрата цепочки этой. Так, вижу что-то еще тут. Вот такие пусеты. И вот это вот пуговица, не пуговица, непонятно, что это. И, кстати, вторая тоже есть. Мои дорогие, мне кажется, я что-то догадалась. Если это так, то будет здорово. Да, это вот то, что я и думала. Это вот такие пусеты. То есть со сменной деталью. Я так предполагаю, что основная вот эта часть и несколько оттенков вот таких деталей прилагались к этим сережкам. В зависимости от оттенка одежды можно было менять просто вот эти, условно говоря, пуговицы, да, и пластиковые. Хорошая идея, я бы сказала, за идею 5, да, и сама идея интересная. Единственное, что я не любитель вот такого розового, прям яркий, ну, девичьи такие, да, не по возрасту, скажем, но так баловство, побаловаться, почему бы и нет. Так, идем дальше. Что-то тут еще такие мелкие. Одна, по-моему, да? Одна такая сережечка деревянная, не буду на ней останавливаться. И вот то, что меня привлекло в этом пакете, это вот эта брошь. У меня есть небольшая, правда, коллекция алфавита. Алфавитные броши, они встречались как в Кора, так и Сара Кавентри. И это, кстати, тоже брошь с маркировкой. И сейчас. Это Сара Кавентри. Маркировка хорошо прочитывается. Так. Брошировка обратной стороны тоже очень хорошая. И брошь сама в отличном состоянии. У меня, по-моему, есть буковка I. G, по-моему, буковка есть. И вот теперь буковка B. Листочки, красивая. В общем, вот так. Знаю, что у многих любительниц винтажных украшений есть и алфавитные броши. Мне тоже эта брошечка очень нравится. Такая она с завитком. Все ли у нее хорошо с замочком? Да, все хорошо. В отличном состоянии. Вот Сара Кавентри. Отличная брошь.
Не знаю, надевали ее, не надевали. Сочетание матового, глянцевого металла. Такая тонкая работа. Вот лицевая сторона броширования имеет очень тонкое, листочки такие. Ну, хочется вот такие броши рассматривать. Думаю, что шедевр достойный. Не знаю, что еще в этом мешочке. Да, ну давайте будем искать дальше. Ищем, да, ищем дальше. Мешочек отдельно продавался, стоил $1.88. $2, но не продали. И тут он получается вот такой. Так, ну это цепи. Давайте просто буду брать по порядку, как есть. Первая цепочка. Что с ней не так? Все с ней так. Имеется маркировка. Так, минуточку. Тоже, по-моему, 40 винты. Да, 40, без копирайта, с крючком. Замочек. Немножко есть сход покрытия. Немножко она не имеет, вернее, имеет не такой прям идеальный вид, не такое идеальное состояние, но старые, 50-е годы, кольцевик вот такой красивый. Лицевая сторона, даже трудно определить, где. Она похожа, знаете, лицевая и обратная сторона ничем не отличаются одна от другой. Здесь, видите, сочетание глянцевого покрытия и покрытия с брошировкой. То есть одна половинка брошированная, другая глянцевая. Короткая цепочка, прям под шейку. Все как и положено для винтажных антикварных украшений. Не чокер, но прям под горлышко. Думаю, что идеальная цепочка. Вполне, простите, возможно надевать без подвеса. Она сама достаточно, самодостаточная такая цепь. В общем, довольна, уже как бы на шедевр уже тянем, да? Так, следующее. Ну, такие цепи часто встречаются. У меня тоже есть коллекция из подобных цепочек. Но эта цепь, как ни странно, очень хорошую длину имеет. Такая длинная. Состоит из 3 таких ниток. Как это называлось раньше? Не шлифованная. Ну, что-то, в общем, такое. В 80-е годы очень был популярен этот стиль цепочек. Ну, вылетело слово. Ладно, кто вспомнил, напишите, пожалуйста. У меня есть комплект такой, и еще к нему есть браслет. Здесь, так вижу, без браслета, одна цепочка, но уже очень хорошо. Такие цепи... алмазная обработка, вспомнила. Не знаю почему, но у нас их называли вот приплюснутые вот такие цепочки, цепь с алмазной обработкой. Хотя, думаю, что никакой алмазной обработки нет. Здесь одного оттенка металла цепочка, цепи эти все собраны. У меня есть из 3 оттенков, из 2 оттенков. Так, по поводу маркировки хочется разобраться. Сейчас, минуточку. Маркировки нет. Такая застежка. Да, маркировки нет. Я думаю, что позолота все-таки имеется, так как украшение винтажное и при этом в отличном состоянии. Длина хорошая. В общем, тоже довольна. Вполне себе можно надевать и в сегодняшнее время тоже. Так, следующее. Давайте вот это. Обычная цепь, я думаю, что это тоже такие вещи у меня есть и часто встречаются. Я думаю, что это цепочка для часов, маркировки нет. Как-то сюда подвешиваются часы. Здесь закрепляется вот так застежечка и, в общем-то, могу ошибаться. Если у вас есть другая версия, тоже, пожалуйста, напишите. Опять-таки, вот такой эффект алмазной обработки. Но для шейки это очень узкая. Думаю, что не застегнуться тут вообще никак. Даже 30 сантиметров, может быть.
чуть меньше. Так, ну и напоследок осталась вот такая цепь, тоже в этой же технике, но уже под серебро. И здесь она более, скажем, там, по-моему, из 3 ниток, здесь, по-моему, из 4 ниток. Так, маркировки опять не вижу. Похоже, кстати, очень на серебряное, либо с посеребрением. Кстати, вот что вы по этой парочке думаете, тоже жду ваших впечатлений. Они одинаковой длины, кстати. Нет, не совсем одинаковой длины. По длине они немножко, видите, отличаются. С посеребрением она чуть длиннее. Ну вот, и как бы она погрубее, что ли, потолще. Что думаете по поводу сегодняшнего поиска? Удалось ли нам сегодня что-то интересное найти? Ну, для себя я нашла 2 вещи, скажем, да, интересные. Это брошь алфавитная, и это Сара Кавентри, где она, вот эта цепь. Все остальное, на мой взгляд, это что-то не совсем то, что я бы хотела найти. Думаю, что, ну, за $10, как бы, да, чего там это, да. Не будем гневить Бога. И, в общем-то, довольна, спасибо. И надеюсь, что в следующем пакетике все-таки больших каких-то сокровищ удастся нам найти. Жду ваших впечатлений, пишите свои комментарии. Всем мира, добра и красоты. Увидимся в следующем видео. С поиском клада продолжаем, не останавливаемся. Всем всего хорошего, пока-пока.